Когда молодая женщина из Англии отправилась в отпуск в испанский регион Кантабрия, она думала, что собирается провести время в тишине и расслаблении. К сожалению, она попала в беду при переходе через реку и чуть не утонула. Она кричала о помощи, но никто не мог ее услышать. Затем произошло то, что лишит вас дара речи. Дикие животные и люди жили вместе миллионы лет. Когда человек переходил дорогу дикому животному, последствия могли быть катастрофическими. Но по большей части они оба держались на расстоянии и умудрялись жить бок о бок в относительном мире. И хотя некоторые виды животных по-прежнему невероятно опасны для человека, мы поставили перед собой задачу защитить и сохранить их. Действительно, были случаи, когда нуждающиеся бедные животные были вынуждены обращаться к людям за помощью и поддержкой. Но что, если бы у нас была обратная ситуация, и мы, люди, попросили бы животных о помощи? Не могли бы вы ответить на нашу доброту? Или их дикие инстинкты сработают и сделают все еще хуже? Именно с такой проблемой столкнулась женщина по имени Мария Кармен во время отпуска в Кантабрии, Испания. Мария только что закончила учебу и взяла годичный отпуск, прежде чем по-настоящему начать свою профессиональную жизнь. Она все еще хотела увидеть так много мира, прежде чем она была вовлечена в повседневную жизнь со своей работой и будущей семьей. Так она путешествовала по миру в течение года и, наконец, оказалась в Кантабрии, Испания. В то время как другие люди ее возраста, вероятно, предпочитали лежать на пляже и позволить солнцу светить на них, Мария предпочитала другой вид отдыха. Она была настоящей авантюристкой и предпочитала бывать на природе и что-то испытать. Она всегда хотела посетить эту прекрасную местность и мечтала разбить лагерь в густых зеленых лесах, прогуляться по прекрасным золотым пляжам и искупаться в чистых голубых реках и морях. Она также надеялась увидеть дикую природу, так как очень любила животных. Однажды Мария пробралась глубоко в лес. Она прошла несколько километров, прежде чем, наконец, разбила лагерь. Она хотела провести ночь в лесу и почувствовать природу на своей шкуре. В то время она даже не могла представить, насколько сильно она в конечном итоге почувствует природу. Мария разожгла костер кремнем и съела несколько кусочков своего обеда. После этого она легла спать, не зная, какие невероятные вещи ее ждут на следующий день. На следующий день Мария решила прогуляться и осмотреть лесной массив. Может быть, она нашла что-нибудь съестное, например, свежие ягоды или грибы, чтобы приготовить их в своей маленькой кастрюле. Она также надеялась встретить на своем пути какую-нибудь серну. Вид животных, который является родным для этой местности, но никогда раньше не видел его в реальной жизни. Мария прошла несколько сотен метров и насладилась свежим лесным воздухом. Она и не подозревала, что опасность не за горами и что путешествие ее мечты скоро обернется ужасающим кошмаром. Сначала все шло так, как представляла себе молодая женщина. Хотя она не встретила ни одной серны, она нашла куст, полный вкусной малины. Она выбрала несколько и продолжила свой путь. Через некоторое время она, наконец, подошла к реке, протекавшей посреди леса. Он был довольно высоким и выглядел очень глубоким. Мария пока не хотела возвращаться и была полна решимости добраться до другого конца реки. Потому что вдалеке она узнала гроздь грибов, до которой очень хотела добраться. Она не могла сказать, какой это будет вид, но была уверена, что это съедобно. К счастью, там были скалы, которые можно было использовать в качестве ступенек, чтобы добраться до другой стороны. Хотя они были очень скользкими, женщина была уверена, что справится. Она прыгнула с берега на первый камень. Потом еще один,
и она добралась до следующего камня. Но что-то пошло не так в ее третьем прыжке. Когда ее нога приземлилась на камень, она поскользнулась на мокром мху и упала в воду. Хотя это был теплый и солнечный весенний день, вода была на удивление холодной. Было так холодно, что у Марии перехватило дыхание, когда она вышла на поверхность. Ее тело содрогнулось, и она некоторое время не могла двигаться. Вода заполнила ее легкие. Самое позднее молодая женщина осознала, что находится в серьезной и опасной для жизни ситуации. В панике она попыталась схватиться за камень, надеясь вырваться. Но течение было слишком сильным, а камни слишком скользкими, и ее тащило вниз по течению. Мария изо всех сил пыталась удержать голову над водой. Но она едва успела, потому что уже почти не чувствовала рук и ног из-за холода. Она боролась, как могла, крича о помощи всякий раз, когда у нее перехватывало дыхание. Но так далеко в глуши их никто не слышал. Вокруг никого не было, и она была одна. Как бы ей не нравилось это расстояние от любой цивилизации несколько минут назад, теперь этот факт стал ее губителем. Мария ускорилась, плывя под водой по реке. Камни разорвали ее одежду и порезали кожу. Она защитно обхватила голову руками, чтобы ни во что не задеть. Она подумала, что сможет доплыть до берега и подобраться достаточно близко, чтобы встать. Но ее руки и ноги не сотрудничали и не делали то, что она хотела. Мария смотрела, как ее жизнь проносится перед ее глазами, пока ее голова все время погружалась под воду. Она верила, что когда река впадет в океан, она умрет там, а ее тело в конце концов будет смыто в море. Но тут случилось то, чего она никак не ожидала. Внезапно на берегу реки появился огромный медведь. Он увидел бойца в воде. Это только еще больше разозлило Мрию. Обычно она кричала бы на медведя, чтобы напугать его и заставить бежать обратно в лес. Женщина знала, что в этом районе свободно бродят медведи, и осознавала эту опасность, когда отправлялась в путь. Поэтому она заранее спросила, как вести себя при встрече с таким колоссом. Так что она знала, что нельзя лезть на дерево или убегать. Вместо этого лягте на пол и оставайтесь неподвижными, насколько это возможно. Но все эти советы не помогли Марии в тот момент. Ей не хватало сил, и поэтому она могла только надеяться, что он исчезнет сам. Но этого не произошло. Медведь, вероятно, услышал отчаянные крики Марии и пришел разобраться. Он просто стоял и некоторое время смотрел, прежде чем нырнуть в воду, а затем поплыть к тонущей женщине. Паника охватила женщину. Но она была слишком истощена, чтобы уплыть или даже дать отпор. Мария почувствовала рядом с собой медведя, схватившего ее за тело и потянувшего за собой. После этого женщина полностью потеряла сознание. Она не понимала, какие невероятные вещи происходили в это время. Когда она пришла в себя, она лежала на берегу реки. Она промокла до костей и продрогла до костей. Мария сильно закашлялась, и из нее вышло много воды. Именно тогда она увидела медведя, сидевшего в нескольких метрах от нее и с любопытством смотрящего на нее, словно желая убедиться, что с человеком все в порядке. Сначала Мария снова испугалась. Ей хотелось закричать и убежать. Затем она вдруг поняла, что медведь был здесь не для того, чтобы причинить ей боль. Напротив, он даже спас ей жизнь. Увидев, что с Марией все в порядке, медведь повернулся и направился обратно в лес. Мария долго смотрела ему вслед, прежде чем встать и вернуться в свою постель. Серны она не видела, грибов тоже не нашла. Но она пережила нечто, что стоило гораздо большего.